Привет, Китай! Это я, Романович, а это весна. Совсем чуть-чуть осталось до того момента, когда станут актуальны дико шашлыки, отдыхи, тусы на природе, и 100% к этому времени у вас возникнет вопрос, какую портативную акустику взять с собой на природу. И выбор ваш 100% упадет либо на свеженькую JBL Extreme 2, либо на старенькую JBL Boombox. Сегодня мы сравним две эти малышки, а также самое главное сделаем вывод, что стоит покупать весной-летом 2019 года. Погнали! Первое, что вообще люди учитывают при выборе колонки, это, конечно же, мощность. Но, они понимают, что, условная мощность у колонок указана где-то в характеристиках. И если мы заглянем тупо в характеристики, то мы увидим, у JBL Boombox будет мощность где-то примерно около 60 Вт, но там вам в скобочках напишут, что она только доступна при подключении в сеть. У Extreme будет 40 Вт, и при этом неважно, подключен он к сети или нет. Эта колонка играет JBL Boombox без подключения к сети тоже 40 Вт. Тем самым мы понимаем, что эти колонки плюс-минус одинаковые абсолютно. Но это только в том случае, если мы тупо заглянули в характеристики, быстро пробежались по цифрам. А вот если плотнее подойти, сейчас вы узнаете всю подноготную. В Boombox присутствуют два твиттера. Это высокочастотные динамики. Они здесь по 20 мм каждый. То же самое абсолютно присутствует в Extreme 2. Здесь тоже два твиттера по 20 мм. И что-то мне подсказывает, что, скорее всего, они абсолютно идентичны. А вот касаемо низкочастотных динамиков, которые уже ниже по корпусу расположились, то здесь уже глобальная разница. Если у Boombox мы наблюдаем целых 4 дюйма, два динамика по 4 дюйма, то у Extreme 2 мы наблюдаем два динамика по 2,75 дюйма, что по сути в 1,5 раза меньше, чем у Boombox. Хотя при том, что и здесь 40 Вт от аккумулятора, и здесь 40 Вт от аккумулятора. Касаемо аудиочастотной характеристики, то здесь она вообще очень интересная получилась. Если мы возьмем JBL Extreme 2, то здесь у нас аудиочастотная характеристика от 55 Гц до 20 тысяч кГц. Вроде бы классическая история, так как переработали Extreme 2 и сделали направленность на бас, то здесь как бы понизили нижнюю аудиочастотную характеристику. Она раньше, если не изменяет мне память, на Extreme была около 60 или 65 на Extreme классическом. Здесь понизили нижнюю планку до 55 Гц. Что касаемо Boombox, несмотря на то, что он давно вышел, все-таки практически уже 1,5 года с момента его выпуска, здесь нижний порог начинается с 50 Гц, что говорит нам о том, что здесь сочность должна быть в басе лучше, чем у Extreme 2. Ну и верхняя планка у JBL Boombox достигает точно так же 20 кГц. То есть от 50 Гц начинает и до 20 кГц заканчивает. Пятерочка разница, но все-таки, я думаю, мы должны эту разницу ощутить уже непосредственно на практике. Не последнюю очередь занимает батарейка. И здесь у нас 10 тысяч мАч нам подарили в Extreme 2 и тем самым обещают беспрерывную игру, опять же, не на максимальной громкости. Они не заявляют, на какой громкости, но я, насколько понимаю, это среднее или ниже среднего, примерно около 15 часов. Касаемо Boombox, здесь зарядили батарейку 20 тысяч мАч и обещают беспрерывную игру до 24 часов, то бишь практически суток, но тоже, опять же, не на максимальной громкости. И вы тут же зададите вполне адекватный вопрос: а сколько же заряжаются это малышки? Это примерно заряжается около 3,5 часов от сети, адаптер присутствует. Касаемо Boombox, здесь вам нужно будет позаботиться пораньше, если вы выезжаете на природу. Он заряжается примерно около 6-6,5 часов. Также адаптер, зарядное устройство идет в комплекте. Касаемо Bluetooth, здесь 4.2 и здесь 4.2.
И, наконец-таки, еще немалый важный фактор для пикников, для шашлыков и для всего вот этого лета, где вы собрались кайфовать, это водонепроницаемость. И если раньше, когда мы сравнивали экстрим классический с JBL Boombox, то мы понимали откровенно, что они слабые конкуренты, мало того, что по звуку проигрывает экстрим, так еще она и не водонепроницаемая, ну и так далее, то экстрим 2 стал-то водонепроницаемый. У обеих колонок заявлена защита и сертификация IPX7. Это очень хорошая сертификация, до 1 метра погружения в воду, реально кайф. Ну и по поводу мобильности и портативности. Когда вы пойдете на шашлыки, когда вы пойдете куда-то на пикник, особенно если это пешая прогулка, то вес будет не последнюю роль играть. Здесь 2 килограмма 400 грамм. Казалось бы, в принципе, не очень много, но и немало. При том, что здесь есть, опять же, крепеж, который легко залетит на ваше плечо. А вот касаемо бумбокса, то здесь уже придется призадуматься. 5 килограмм 250 грамм весит эта малышка. И я вам честно скажу, что это очень увесистая колонка. Просто так нести пакет, ведро шашлыком в одной руке и еще колонку прям в этом же руке нести, это будет жестковато. То есть вот в этом плане, конечно, бумбокс менее портативный. Ну и вообще самая главная составляющая, которая только может быть, это бабки. Про все, что мы до этого разглагольствовали, это вообще пустой воздух, если у тебя нет бабок. Вот чтобы купить эту колонку, у тебя в кармане должно быть целых 20 тысяч рублей. В данный момент ее минимальная стоимость 20 тысяч рублей. Бывает со скидками где-то 19. И зачастую, я, кстати, видел во многих интернет-магазинах еще до сих пор 21-22 тысячи рублей. Касаемо экстрима 2, то с недавних времен она подешевела и стала стоить примерно около 13 тысяч рублей в обычных розничных магазинах электроники. Разница между этими малышками целых 7, вот так вот я покажу, 7 тысяч рублей. Покупая свежевышедший iPhone, колонку JBL, колонку Sony или заказывая на AliExpress, можно неплохо сэкономить. Кэшбэк-сервис Letyshops позволяет возвращать деньги с ваших покупок в более 1000 интернет-магазинов. Достаточно всего лишь зарегистрироваться по ссылке в описании, установить суперудобное расширение, которое не только напоминает о кэшбэке, которое еще и отслеживает динамику цен на AliExpress, что очень важно, когда наступают осенние распродажи, китайцы пытаются нас нахлобучить, а вы тут по динамике цен херак и поняли, что цена-то была и лучше. Можно посидеть, 2 денька подождать и купить выгодно. То есть Letyshops не только возвращает деньги, он еще помогает покупать вам выгодно. Регистрируйтесь, устанавливайте, и будет вам счастье. Обратимся к периферии. У экстрима 2 вот такая серьезная заглушка, которая защищает тебя от воды и очень глухо закрывается. На самом деле очень похвальная резинка здесь стоит, прорезинена. Но вот еще раз посмотрите, прям очень герметичная колонка. Здесь мы видим AUX, здесь у нас микро USB, здесь у нас полноценный вход. Знаете для чего? Для зарядки вашего телефона. Полноценный USB вход. Ну и последнее, что мы здесь видим, это линейный вход для зарядки. Блок, я вам говорил, что идет в комплекте. Переместимся на JBL Boombox и увидим здесь еще 2 клавиши, которые я сразу хочу обрисовать. Это режим дома, квартиры и режим улицы. Так или иначе, просто на режиме улицы увеличивается громкость, но сочность немножко теряется. Такой регулировки, опять же, предусмотренной с завода, у экстрима 2 не наблюдается. Хотя, если, опять же, вы мне скажете, если зажать минус и Bluetooth, то, конечно, там включится уличный режим, но мы сейчас говорим о механической клавише. Такого нет. Здесь, значит, что мы видим под капотом? Точно так же все прорезинено, герметично. Мы не раз эту колонку топили. Кайфово. Значит, AUX по классике. И, по сути, то же самое абсолютно. И линейный выход, и микро-USB, но только есть 2 выхода под зарядку ваших девайсов USB 2.0. Ну и еще некоторые говорят, что сюда можно подключить флешку. Я честно скажу, что я сам ни разу не пробовал. Надо как-то это сделать. Есть! Вот этот самый звук, он даже уже куда-то подключилось. Что я еще хочу отметить? Здесь есть индикация зарядки. Что здесь, что здесь. Именно прям лампочками. Здесь 5 диодов.
Это кайфово, и это опять же привет Sony, я буду вам часто приветы передавать, потому что такого у вас не наблюдается. Верхняя панель управления, наверное, не требует какой-то прям сильной огласки, потому что, ну, вы сейчас сами прекрасно видите, она идентичная. Абсолютно идентичная. Что эта колонка поддерживает JBL Connect Plus, и до 100 колонок к ней можно присоединиться, опять же, с этой системы. Что Экстримка 2 поддерживает JBL Connect Plus, в отличие от классического Экстрима, и также можно до 100 колонок подсоединить. Здесь я бы абсолютно не запарился. Последнее, на что бы я обратил внимание, это на пассивники. У Экстрима 2 они стали прорезиненные, и реально кайфово, симпотно выглядит, и ход, мне кажется, у них чуть больше, чем у бумбокса. А вот касаемо как раз таки вот этой бандуры, здесь они еще до сих пор такие старенькие, пластиковые, как были на Экстриме классическом, но при этом, с другой стороны, ход у нее за счет мощности низкочастотных динамиков тоже не дурной. Ребзя, чтобы от вас не ускользнуло ни одного ништяка, связанного с моим каналом, вам достаточно подписаться и нажать колокольчик. Погода явно сегодня не за нас. Какой-то ветерочек потихоньку, который я прикрыл своей могучей спиной. Сзади тучи, я их тоже прикрываю своей дрещавой спиной. В итоге я надеюсь, что мы успеем отснять и никакой ненастье нас не накроет. Сначала мы начинаем с моих треков. Парочку моих слушаем, а потом переходим уже к вашим трекам, которые вы скидываете в паблик ВКонтакте, специальную тему в обсуждение. Сейчас трек, который вы все забыли, но вы его все знаете. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум, мы вместе бум-бум-бум, с тобою бум-бум-бум, текила бум-бум-бум, мы вместе бум-бум-бум, с тобою бум-бум-бум, текила бум-бум-бум, поможет бум-бум-бум, и ночью бум-бум-бум, О, мадемуазель, а ты так нравишься, нравишься мне, ты нравишься мне. О, мадемуазель, подарите босику. О, мадемуазель, подарите босику, веру в самый лучший день. Подарите босику, веру в самый лучший день. Я лечу к тебе стрелой. Переходим к вашим трекам. Ссылки будут в описании, куда их скидывать. Именно туда, никуда больше. И можете также попадать в видос. У меня здесь рандомный выбор. Вот так вот на айфоне у меня отображено ваши треки для теста колонок. Я прямо так вот листаю и попадаю на Серегу Лангуева. Здесь любитель Анакондас, смертельное оружие, Дубак и Круглый год. Я ничего вот из этого всего не слушал, поэтому, ну не знаю, давай Дубак выберем. У нас просто сейчас Дубак. Оператор замерзает. Давай включим Дубак. Хочу зеленый чай, чтоб кто-нибудь укрыл ибаным пледом мое тело, ведь на улице Дубак. Скорее бы весна, что мне ваши катастрофы. И только кровь, как вода в батарее стынет, и мы блуждаем по белой дикой пустыне. Несем грехи слайд, будто свет. Ну вы видите, просто мы буквально, что получается? Это первый трек, да? Ну, я своих два прослушал, это первый трек от вас. Ну, и мы здесь уже видим, ну, блин, я не знаю, как оно здесь сравнивать. При том, что у бумбокса вообще так или иначе, по сути, изначально-то минусов особо нет. Кроме его цены, в тот момент конская была 27 тысяч рублей, по-моему, на старте продаж стоил, или 25, я сейчас вот точно не помню. Вот это был главный его минус. Так и колонка играет просто охеренно. Для 90% людей, может быть даже 95%, это будет ну просто сок, это будет самая пушка, самая вершина, которая только может быть. Поэтому я могу сказать, что в данный момент, ну это вообще сравнение жестковатое, только 7 тысяч рублей может спасти Экстрим 2. Здесь и низы намного сочнее, и колонка, как я и говорил, играет намного глубже, играет намного сочнее и ярче, как я говорил до этого в других сравнениях и тестах бумбокса с колонками. Экстрим 2, он хорош, базара нет. Ну, он остался на тех уровнях, примерно, подруги его, JBL Charge 4, JBL Charge 3, он лучше их. Но это его подруги. А вот этот вот вылетел из этого вот диапазона. Он в своей нише.
Дальше только Pattybox 200 и Pattybox 300. Ну и сейчас я удалюсь из кадра. Сюда сядет Ильинична, своим музыкальным слухом послушает, какие-то треки ваши выберет, и мы сделаем такую коллаборацию. Снова выглянуло солнышко. Ну давай говори, что я тебе сказал. А чё, я не могу другую фразу сказать? Ну ты просто вот это снова выглянуло. Ты потом это не ставишь. Я, может, ничего не вставлю, ты один будешь тут сидеть. А что ты сверху берешь? Я и так маленькая. Да прикольно выглядит кадр. Ничего не знаю. О! Я нашел. Трек классный, наверное, не знаю. От Ивана Громова. Этот. My Waves. Я не знаю, как правильно произносить. Вечером опять. Вечером опять ничего не будет. Ты просто ляжешь спать на полу в кухне. Если бы ты знал, какая же дура я проклинала все эти дни, что тебя любила. Дамы и господа, в принципе, до того, как я сюда села, мне было понятно и так, что Boombox играет намного лучше, в принципе, потому что мне Extreme ну вообще не вкатывает. Что первый мне не вкатывал, что второй мне не вкатывает. Вот она какая-то вот несуразная, что ли, колоночка. А вот Boombox, он классный. Он сочно раскрывается, он тут прям дребезжит, он тут, когда включился, я чуть сознание не потеряла. Боже мой, это так прекрасно. Короче, я все сказала. Следующий трек от Илиса Ахметова. Эндро. Инопланетянин или Андро. Может быть, это просто так вот, ну, по-русски зашрифтовали. Инопланетянин, я инопланетянин твой, я инопланетянин, я с другой земли, тебе такого не найти, я инопланетянин, с другой земли, тебе такого не найти, я инопланетянин твой, я инопланетянин, Следующий трек от Александра Калмыкова. Паша, пророк. Это наша тайна. Давай свалим, где солнце. Да не шучу, я серьезно. А что мне для жизни? Дыма, 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 надо нам. Улетим с тобой, малая, в небеса. Душа опять моя напьется. Ну и крайний трек на сегодня, это будет бас-тест, который вы тоже скидываете по ссылке в описании в специальную тему в отдельность от обычных классических треков. Сегодняшний бас-тест от Андрея Смольского, и здесь Trop Killers. Погнали! Что знакомое? Что мы имеем по итогу? Если у вас есть 13 тысяч рублей и все, это прям вот крайний потолок, больше ничего ты с этим не сделаешь, идите, берите, покупайте Extreme 2 здесь, ну вот так, я умываю руки, я бы так сказал. Но если вы просто хотите сэкономить и думаете, типа, а может быть, ну у меня есть, конечно, 20-ка, но может быть, может не надо эту семерку закидывать, может я семерку еще куда-то вложу, а может быть я семерку просто прокайфую, я вам так скажу, что нет, эту семерку вложите в звук. Есть свободная семерка, вложите в звук, купите Boombox. Во-первых, я скажу, что он потом, если вдруг что-то не так, на вторичном рынке, мне кажется, лучше продастся, чем Extreme 2, потому что, видите, она очень быстро дешевеет. А Boombox медленнее дешевел. Ну и еще, кстати, раз я вспомнил про вторичный рынок, Авито, пожалуйста, многие попользовались портативной акустикой и что-то разонравилось им. Или просто они устали, наелись, наслушались, и они продают точно так же на Авито. Я много видел оригинальных бумбоксов на Авито. Тем более, там сейчас есть Авито доставка. Это, опять же, кстати, похоже на рекламу Авито. Я просто сам это пользуюсь. Авито, если бы мне заплатили, я бы, блин, был бы рад. Или хотя бы респектнули. Ну ладно, насрать, на самом деле. Просто я вам так скажу, что на Авито
каким образом не хотите, можно купить даже за 15 бумбокс оригинальный. И вот за 15, это вообще жара, тогда уже точно Extreme 2 остается в стороне. Я не скажу, что он дерьмово играет, но просто уровень разный. И уровень, вы поймите, не по качеству звука, а по громкости и сочности. Я бы вот это вот тоже отметил. У бумбокса, на мой взгляд, кроме мобильности, минусов не наблюдается. Ссылки на 2 эти колонки, чтобы уточнить актуальные цены, будут в описании. Переходите, смотрите. Также не забывайте, если надумаете покупать в интернет-магазине эти колонки, пользоваться кэшбэк-сервисом Letyshops, который отлично поможет вернуть часть потраченных денег из более чем 2000 интернет-магазинов. Ссылки на регистрацию и на расширение будут тоже в описании. Ну и наконец-таки скидывайте ваши треки для тестов. Как я вам уже и говорил, специальные темы, обсуждения в моем паблике ВКонтакте, а ссылка на него будет в описании. Все треки, которые вы услышали, тоже находятся там. В общем, полезная информация максимально раскрыта в описании. Загляните обязательно туда. Пишите ваше мнение в комментариях, кто вам сегодня больше понравился и кто больше сегодня зашел. Ну и также пишите, который следующий тест вы хотите увидеть и сравнение на канале. Огромное спасибо, что сегодня были со мной. Все, давайте, красавцы. Пока.